С 1970-х годов доллар США является неоспоримой резервной валютой во всем мире. Соглашение с Саудовской Аравией и многими другими странами Ближнего Востока закрепили глобальную торговлю нефтью в валюте гринбек. Торговля нефтью и газом в долларах США закрепила позицию Соединенных Штатов как гегемона мировой торговли, отход от традиционного золотого стандарта. Хотя в 90-е годы евро стал сильным соперником, финансы, деноминированные в долларах, по-прежнему процветали. У таких стран, как Китай и Россия, не было другого выбора, кроме как держать казначейские ценные бумаги США и накапливать огромные долларовые резервы. Однако сейчас многочисленные геополитические и экономические факторы переломили ход событий против господства доллара США. Быстрая глобализация уже была для доллара тикающей бомбой. Но теперь рост Китая как следующей потенциальной державы и исключение России из системы SWIFT, основанной на долларе, катализирует этот исторический переход. Исторический контекст, тенденция к дедолларизации – не совсем новое явление. Пресловутый дрейф к отказу от доллара США первоначально возник в Латинской Америке в 90-х годах. В ответ на санкции США Венесуэла попыталась отойти от статус-кво, перейдя на оплату нефти в юанях, а не в долларах США. Чили прибегла к индексации индекса потребительских цен, ИПЦ, для привлечения иностранных инвестиций в местные ценные бумаги, вместо казначейских облигаций США на вторичном рынке. Однако из-за слабой дополнительной монетарной политики и тяжелых экономических кризисов тенденция дедолларизации резко изменилась на противоположную во время финансового кризиса 2008 года. С тех пор ни одно значительное событие не смогло подорвать доминирующее положение доллара США. Тем не менее, бурно развивающиеся азиатские рынки и неявный разрыв между США и Саудовской Аравией могут стать следующим плохим предзнаменованием. Ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США. Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, на ее долю приходится около 17,2% мирового экспорта сырой нефти по стоимости. На протяжении десятилетий Саудовская Аравия была одним из основных союзников США на Ближнем Востоке. В экономическом плане королевство является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Соединенные Штаты. Более того, поскольку Саудовская Аравия возглавляет Организацию стран-экспортеров нефти, ОПЕК, Соединенные Штаты имеют возможность влиять на мировые цены на нефть. Поскольку торговля нефтью деноминирована в долларах США, это позволило сменяющим друг друга правительствам США иметь огромный дефицит торгового баланса без каких-либо бюджетных проблем. С геополитической точки зрения, Саудовское королевство было доверенным лицом США на Ближнем Востоке, чтобы противостоять своему заклятому сопернику Ирану. После знаменательной Иранской революции 1979 года Саудовская Аравия еще больше поднялась по лестнице предпочтений США в регионе. Однако с переходом от республиканцев к демократам эти два союзника в определенной степени отдалились друг от друга. С годами Соединенные Штаты ослабили свою зависимость от импорта нефти, создав собственные стратегические запасы. Например, в 1990-х годах США импортировали примерно 2 миллиона баррелей в день саудовской нефти. В 2021 году этот показатель снизился до 500 тысяч баррелей в день, снижение на 75% за несколько десятилетий. На политическом фронте саудовская королевская семья была особенно недовольна политикой Байдена на Ближнем Востоке. Решение Байдена в одностороннем порядке отказаться от поддержки Саудовской Аравии в войне в Йемене отдалило королевство от администрации США. Последующая серия нападений Хути на саудовские нефтяные объекты еще больше разозлила королевскую семью. Масло в огонь подлило отчаянное стремление Байдена спасти устаревшую ядерную сделку с Ираном, что практически оттолкнуло королевство до безразличия. Растущая близость Саудовской Аравии с Китаем последствия этого несложно заметить. С тех пор, как в феврале Россия начала наступление на
Саудовская Аравия активно отказывается прислушиваться к призывам Байдена расширить квоты на поставки нефти и подавить мировые цены на нефть. Вместо этого альянс ОПЕК, члены ОПЕК, Россия и другие союзные производители придерживался своего первоначального плана скромно повысить целевой уровень добычи в июне на 432 тысячи баррелей в день. Жестокое безразличие к призывам Запада имеет под собой скрытую причину. Помимо продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами, причина заключается в растущем сотрудничестве между Китаем и Саудовской Аравией. За последние несколько лет структура международной торговли нефтью Саудовской Аравии претерпела фундаментальные изменения. В основном это связано с растущим сотрудничеством Китая, которое не ограничивается только энергетическим сектором. Под прикрытием своей инициативы «Пояс и путь» BRI Китай также объективно расширил свое потенциальное присутствие в королевстве за счет двустороннего сотрудничества в области инфраструктуры, торговли и инвестиций. Согласно данным China Global Investment Tracker Американского института предпринимательства, совокупные китайские инвестиции в Саудовскую Аравию в 2021 году достигли 43,47 миллиарда долларов США. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Китая, ГЭК, в 2020 году Китай импортировал примерно 542,39 миллиона тонн сырой нефти, что составляет более 25% от общего объема мирового экспорта нефти королевства. Источники из главного регулятора ценных бумаг Саудовской Аравии предполагают, что Фонд национального благосостояния королевства может вскоре начать инвестировать в китайские компании после многих лет ограничения своих зарубежных активов в США и Европе. Официальные источники предполагают, что саудовский нефтяной гигант Аремко ведет переговоры о заключении партнерства с китайским нефтехимическим консорциумом. Недавно Аремко также заключила сделку на 10 миллиардов долларов с китайскими нефтяными компаниями. Все факторы однозначно указывают в одном направлении: Саудовская Аравия склоняется от США к Китаю. Естественно, дедоларизация торговли и инвестиций будет способствовать развитию двусторонних отношений с Китаем. Однако у петроюаня есть некоторые недостатки по сравнению с его аналогом. Хотя финансовые рынки Китая экспоненциально росли в течение последних нескольких десятилетий, они все еще относительно неликвидны по сравнению с рынками капитала США. Более того, огромный рынок евро-долларов объемом 13,4 триллиона долларов значительно облегчает торговлю на европейских рынках. Между тем, торговля в юанях будет ограничена пределами Китая и подвержена манипуляциям со стороны Народного банка Китая. Таким образом, расчеты по сделкам в юанях будут создавать неудобства для бесперебойного функционирования торговли и краткосрочных депозитов. Однако эти проблемы могут быть решены, если петроюань будет использоваться в качестве бартера для инвестиций в Китае. Меняющиеся тенденции в Азии, как и Саудовская Аравия, такие страны, как Россия и Иран, также сближаются с Азией. Россия, например, постоянно заявляет о своей склонности к переходу на систему трансграничных межбанковских платежей СИПС, транзакционную систему, осуществляющую международные расчеты и торговлю в ренминби для торговли своей нефтью в Азии в условиях западных санкций. Индия открыто бросила вызов давлению США, закупив около 15 миллионов баррелей нефти у России после вторжения в ВУ. Сейчас на долю российской нефти приходится около 17% индийского импорта по сравнению с менее чем 1% до вторжения. Основная причина – более дешевая нефть в рублях, особенно когда в Европе все еще действует эмбарго на российскую нефть. Даже Иран, как известно, торгует нефтью с Китаем в условиях санкций США, отказавшись от доллара в пользу расчетов. Некоторые экономисты могут возразить, что даже в совокупности эффект от дедоларизации будет постепенным и неэкономичным. Но мы должны понимать, что исторический контекст искажен, а сегодняшние реалии сравнительно другие. Во-первых, экономики Азии значительно менее долларизированы, чем развивающиеся экономики Латинской Америки,
о которых говорится в существующей литературе. Во-вторых, азиатские экономики, особенно Китай и Индия, гораздо более значительны с точки зрения размера и монетарной политики. Даже сдвиг в сторону полудолларизации может подорвать влияние Соединенных Штатов и значительно снизить силу американских санкций. Американские законодатели по понятным причинам раздражены неповиновением альянса ОПЕК. Недавно Судебный комитет Сената США принял законопроект о запрете картелей производителей и экспортеров нефти, НОПЕК, для внесения поправок в антимонопольное законодательство США. Если законопроект будет принят Сенатом и Палатой представителей в полном составе, Генеральный прокурор США получит право возбуждать иски против стран ОПЕК за возможный сговор в обход суверенного иммунитета, гарантированного странам ОПЕК. Хотя подобные ходатайства подавались и проваливались на протяжении последних 2 десятилетий, особенно выделяется отчаяние США перед лицом беспомощности. Саудовская Аравия уже предупредила американских законодателей в 2019 году, что такой законопроект, если он будет принят, заставит ее перейти к торговле нефтью в разных валютах. Сегодня, когда Европа с запозданием переходит от российской нефти к растущему влиянию Китая, в Евразии похоже, что неизбежный переход от доллара США может произойти раньше, чем ожидалось изначально, если ожидалось вообще.